есть я был в Гвадалахаре, в Монтеррее, здесь по району покатался, и именно Мехико-Сити и Канкун — это две наиболее русскоговорящие. Вот скажи мне, американец, типа, а вот что вы дергаете его, зачем за голову? Был первый размер, а она сделала себе четвертый или третий. Но только попу она не увеличила, в зал она не ходит, а это действительно вещества, изменяющие твое сознание. То, что внутри нас открыть, ну, как понять себя, да, узнать себя внутри, как это нужно сделать. Любые источники радости на расстоянии клика, мозг со временем перестает их воспринимать. Если есть уже скорая, если есть парамедики, то лучше не вмешиваться. Транквилизаторы и типа вот только психиатр мне может помочь. И бывает так, что люди приходят к остеопату, а он их руками даже не трогает и говорит: я вот вас вылечил. Используя вот эти вещества, про которые мы говорим, они вот эту радость еще выше и выше и выше закидывают. Классическая остеопатия с огнем, там, с пиявками, с иголками, с окуриванием, как это, саунд-хилинг, все это обычно не используют. Меня учили, что если не хватает рук, то какие-то игрушки появляются и дальше. То есть, скорее всего, чего-то недопонял, недодобрал и включает в себе вот эти инструменты. Они по-любому могут быть рабочими, но это, наверное, не остеопат. Всем привет, это Мексика, и мы встретились с Иваном. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали. Привет, Иван. Привет. Смотри, все достаточно просто. Я доктор, я помогаю людям. И так получилось, что 3 года назад мы с друзьями прилетели в отпуск и решили погреться, наверное, месяцок-два. Не брали обратные билеты. И, вернее, сначала мы их взяли, но потом решили остаться, потому что нам понравилось. И вот уже спустя 3 года больше 2000 человек обратилось за помощью. То, что русский доктор в Мексике с русским дипломом, со знанием языка — это прям огромный плюс. То есть большинство соотечественников, они стесняются идти к мексиканским врачам, потому что там, а вдруг он меня не поймет, а вдруг он там плохо учился, а вдруг он какой-то там хитрый обманщик, из меня денег хочет вытянуть. И когда ты говоришь: привет, я там из Петербурга, они такие: вау, все, супер. Даже меня ни разу не спрашивали ни диплом, ни документы, просто ты говоришь, что я доктор из Петербурга, уже этого достаточно людям. Доктор, скажи нам, ты какой специализации? Я закончил военно-медицинскую академию, сначала стал врачом-терапевтом, а потом быстренько за 4 года переучился на остеопата и стал врачом-остеопатом. То есть в России остеопатия является медицинской специальностью наравне там, с хирургией, с эндокринологией. А в Мексике, например, пока что это не врачебная специальность. И в этом плане здесь немножечко полегче. Ребята, кто, например, терапевты из России, подтверждают диплом, они делают полностью выписку всех часов, всех предметов, и мексиканское образование, оно плюс-минус совпадает с нашим русским. И им делают перезачет и выдают мексиканский диплом. А с остеопатией такая же история, только с остеопатическими заведениями. То есть я взял со своего института программу остеопатическую и пришел. Здесь есть школа остеопатии Мадрида, есть мексиканская школа остеопатии. Но зачем мы вообще с тобой говорим про это? Что большинство людей не понимают, кто такие остеопаты. У них каша в голове. 150 лет назад в Америке основали остеопатию и рассматривали ее как целостную систему помощи организму. И чуточку позже оторвали структуральный раздел от остеопатии и сделали из него хиропрактику или мануальную терапию. И там просто дергают, хрустят и, к сожалению, не фокусируются на первопричинах. А остеопатия, она все-таки не только про кости, она и про работу с органами, с различными там, шрамами, рубцами, с оболочками головного мозга. Мы работаем и с черепом, и с крестцом, и с детишками, и с беременными. То есть это прям огромная область. И здесь, когда местным я говорю, что я доктор-остеопат,
они говорят, типа, это что-то про кости. У них есть такие ребята, как ОСР, костоправы. То есть они без медицинского образования. В России тоже есть? Ну, к сожалению. То есть просто какой-то мужчина за недорого 15 минут делает тебе больно, и потом может поможет, может не поможет. Да, правильно поставил, неправильно неизвестно. Ну, как бы спасибо, что живой. И они в головах вот эти три как бы специальности перепутываются у людей, и они думают, что это больно, страшно и не приходят, например. Но когда я там принял одного человека, он посоветовал друзьям, и дальше запустился сарафан, у людей прям разрыв шаблона, что это не больно, что это безопасно и что это реально эффективно. То есть прям вот я в восторге со своей специальности, что ты иногда десятилетнюю проблему можешь вот так за час решить. А почему именно остеопатию ты выбрал? Слушай, я всегда хотел помогать людям, просто я не понимал, типа, каким способом. И решил пойти вот в терапевта. И, к сожалению, аллопатическая медицина, классическая, она использует только химический подход и работу с симптомами. То есть ты пришел к терапевту, говоришь, здравствуйте, вот у меня болит там, голова. Вот тебе таблетка, пей таблетку, и все будет хорошо. А когда приходишь к остеопату, он такой, хорошо, а почему болит? А были падения, а были ли травмы, а расскажи там, как рождался и так далее, и так далее. Собирается анамнез, и вдруг оказывается, что, например, там, неправильный привкус, что в детстве там была какая-нибудь трещина костей черепа, и это все со временем наслаивается и дает болевой синдром. И мы, как остеопаты, не гасим просто эти проявления, мы стараемся найти первопричину. И частенько бывает прям мы до сути доходим. То есть сейчас плоскостопие может все дойти до головы по факту. А хочешь, я тебе прям быстренько расскажу? Ну, пример, да, живой, чтобы понятно. Давай, например, 3 типа пациентов. Первый родился с разной длиной ног. У меня вчера был в клинике мужчина. Я, говорит, целыми днями играю на басу, на гитаре, потом болит спина. Он встает вот такой вот перекошенный. Мы сделали несколько тестов, проверили положение костей таза, сравниваем ноги, а у него короткая нога. То есть просто анатомически правая нога не выросла. И у него и поясница, и грудное отдел, и шея, и все вот это перекошено, мышцы в тонусе, и он такой, не понимая, почему, когда плаваю, мышцы расслабляются мне хорошо, а когда хожу, мне нехорошо. Мы ему сделали маленькую такую стельку, здесь подпяточники мексиканцы куня называют. То есть мы ему дали куню под правую пятку, он подложил, и тело выровнялось, нагрузка пошла равномерно. Другой вариант пациентов, у кого, например, была родовая травма или, может быть, операции какие-то, хронические заболевания, и вся проблема, она сверху вниз спускается. То есть, получается, тело подстраивается под голову, под основание черепа. К сожалению, здесь часто любят кисарить и доставать малышей прям, ну, скажем так, агрессивно. И для местных врачей я спрашивал, типа, почему они так делают. У них там есть алгоритмы, есть свои Зарабатывают стандарты. на этом. Ну, это приносит... Потому что кесарь – дополнительная плата. адекватный человек. То есть им как бы не всегда интересно, там, что с мамой будет, что с малышом. Они такие, так, тут можно бы постараться, в принципе, но у нас нет времени, нам надо деньги зарабатывать. Мы вас кесарим планово и следующий, и следующий. А для малыша, допустим, кесарево, это как для водолаза с глубины подняться. То есть такая баротравма, резкий перепад давления и, конечно же, в том числе влияет и на положение костей черепа. А если перепад давления еще и потянули, то у меня несколько пациентов были вот с такой головой, у которых потом сколиоз сверху вниз спускался. И ортопеды, они такие, ну это идиопатический сколиоз, мы не знаем, почему у вас кривая спина. А остеопаты такие, руки положили, вот такой человек перекошенный, и говорят, ну, было бы здорово пораньше встретиться. Потому что мы можем прям с первых дней жизни работать. Это абсолютно безопасно, и это очень эффективно. Когда человеку там 2 месяца, и когда человеку 40 лет. Это абсолютно разный запас. И это будет второй тип пациентов, у которых сверху вниз все спускается. А третий вариант – это, допустим, из серединки. Раньше очень странно удаляли, например, аппендицит тот же самый. Люди раздеваются, у них шрам такой поперек. Я говорю, что делать? Ну, мы там в 60-е где-нибудь там в глубинке. А шрам случился, и все ткани друг друга проросли. Появилось некое натяжение,
и это натяжение 24/7. И тело старается подстроиться под вот эту проблему. Ожоги, глубокие рубцы, какие-то разрезы. Грыжа. Даже импланты у девчонок грудные здесь любят улучшаться, девчонки. Бывает так, что ей не надо красиво, ей надо много и побольше. И вот у нее всю жизнь, допустим, был первый размер, а она сделала себе 4 или 3. Только попу она не увеличила, в зал она не ходит, и тело у нее все вот, особенно где Падает вот так. рубец, да, куда-нибудь закручивает и вот так вот утягивает. Тут будет и шея болеть, и спина, и, не знаю, руки будут онемевать. Ну, и еще в телефоне надо посидеть немножко. И вот прям комбо 35+. Доктор, я не знаю почему, но у меня болит. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И в остеопатии очень классно, что мы целыми днями трогаем людей, у нас развивается чувствительность. Наша пальпация, она намного выше, чем, допустим, у какого-нибудь рентгенолога, который только снимки смотрит. И бывает так, что я кладу руку, и в моменте я прям понимаю, куда в теле присутствует натяжение. Может быть, это рубец, может быть, это какой-нибудь камень в почке, может быть, это гастрит. Так или иначе, в зависимости от стороны, куда мою руку будет утягивать тело пациента, его ткань, я сразу понимаю, так, а что у вас с этим, а что с этим? И иногда даже не надо ни УЗИ, не надо исследований, ты просто говоришь, ну, рассказывай. И там начинается, был аппендицит, потом был перитонит, потом 3 раза кесарево, потом еще почку подшивали, еще что-то там делали, вылетело, например, из окна и на машине перевернулось. Но это все не болит. И ты говоришь, а я это все знал. Ну, вот такой, как бы ты же не можешь, типа, что так, я вас насквозь вижу. Но ты ищешь первопричину, отталкиваясь от жалоб пациента. Если вот бабулечка придет ко мне, была вчера, говорит, машина сбила. И мы проводим тесты, и действительно в теле ткани запомнили вектор, откуда пришло ускорение. То есть бывает, что пациент встает босиком, закрывает глаза, я кладу ему ручку на голову, мы называем это глобальное прослушивание. И в момент, когда отключается зрительный анализатор, ткани, они такие, так, нам типа вот, мы вот помним, что нас вот сюда резко дернуло, и мы запомнили это направление. И когда глаза включаются, мозг такой, так, стоп, ребята, мы не падаем, мы стоим ровно. Получается, что у человека куча энергии тратится на поддержание себя в нормальном положении. И те же рубцы, те же спайки, травмы, переломы и так далее не остается незамеченным для тела. Просто оно компенсируется, тут адаптация. И бабулечка глаза закрывает, у нее раз влево все тело заваливается. И у нее слева был удар, слева был перелом, но только она уже и забыла, что 30 лет назад. Но тело помнит, и оно борется. И когда мы убираем последствия вот этой хлыстовой травмы, люди такие, типа, мне никто не говорил, я никогда не чувствовал себя так, мне намного легче. Но получилось вот тех людей, особенно про бабулечку, да, все-таки такой возраст, восстановить им баланс, и чтобы они уже радостно вышли от тебя. Слушай, но я сейчас, скажем так, прорабатываю историю обратной связи, и поначалу я реально переживал. То есть я человека принял, он такой, да, все, я настроился, будем работать. Пам, исчез человек. Я такой, наверное, я что-то плохое, наверное, там что-то не доделал, или, может, там обидел его как-то. Дорого. Дорого, да. Он такой, на Мерседесе на новом уезжает, такой, нет, у тебя, Иван, дорого. И получается, проходит, допустим, год, два, три, человек возвращается, он такой, привет, а помнишь, ты мне вот тогда вот там вот так сделал? У меня типа столько времени не болело. Я говорю, ну ты редиска, ты не мог бы мне написать, там, поблагодарить, как-то сказать? Да что-то я как-то забыл, знаешь, не болело, типа я и доволен, но у тебя, наверное, работы много. Ну, когда все хорошо, тебя не... Я там такой, знаешь, блин, наверное, что-то не доделал.
А потом я стал писать людям, привет, ну как? Они такие, ой, слушай, мне клево. Я такой, а напиши отзыв. Такие, да вообще легко, раз, два. И получилось, что там в 2020, 2021, 2022 году мне столько отзывов написали, что я по Питеру был на первом месте. То есть реально люди чувствуют результат. Но когда ты им типа недопомог или хуже сделал, они тебя, не переживай, найдут, они такие, знаешь, да вот, Часто такие случаи были? слава богу, нет. То есть есть типы пациентов, которые не хотят вылечиться, которые хотят лечиться. То есть он к тебе пришел, у него там разновеликость ног, ты говоришь, сделай стельку, и будет счастье. Он такой, нет, стельку делать не буду, спина болит, ты мне не помог, я зарядку не делаю, на машине целыми днями езжу, типа, не работает твоя остеопатия. Я такой, погоди, давай, типа, командно работать. Я сделал свои 5 шагов, ты свои 5 шагов сделал. Кто-то услышал, он понял, есть результат. А кто-то такой, да ну, остеопатия не доказанная. Все. И я как врач-терапевт, я когда только пришел в 2017 году в остеопатию, я такой, так, все, сейчас мы будем исследования делать, будем до-после, отзывы, анкеты, анализы, снимки. И когда у меня стало там, больше 100 человек в месяц приходить, мне просто некогда стало этим заниматься, я такой, короче, оно работает. Понятно, что не для всех. Ну, ты к стоматологу придешь, он же тоже тебе 5 зубов не вылечит за раз. Но ты ему не предъявляешь, типа, док, а что за дела, почему у меня там кариес? А с точки зрения остеопатии, если адекватный пациент, и он готов работать, это прям офигенно. То есть прям матч. И он такой, слушай, я там на йоге, я там растяжка, но чуть-чуть не хватает. Говоришь, у тебя просто челюсть выскочила, я тебе вправил, теперь тебя не мотает, теперь у тебя голова ровная, спина не болит. И он такой, вау. Сколько у тебя довольных клиентов на сегодняшний день? Слушай, тех, кого я поймал, отследил и угрожая заставил написать, ну, где-то штук 600 отзывов положительных. И, наверное, ну, может, штук 5 есть отрицательных отзывов. Это по Мексике или вообще? Это вот вообще. С ума. То есть по Мексике, наверное, было 1002 пациентов. И, к сожалению, есть ребята, с кем, ну, скажем, не услышали друг друга. То есть понятно, что я не боженька, я тоже могу ошибаться, могу где-то там допускать, скажем так, недодиагностику. Ну, например, пришел человек, и я говорю, слушайте, вот у вас в ноге есть напряжение, давайте сделаем там УЗИ. И девочка идет, делает УЗИ, и там находят кисту, в которой хинокок. То есть она сама была родом с Кавказа, и у нее, не знаю, с сырым мясом, с какими-то источниками попали в ней внутрь паразиты, и они ей мешали там на йоге растягиваться. Но тут, получается, на йоге она не тянулась. Прислали ко мне, я понял, что это не остеопатия. Мы сделали УЗИ и выяснили первопричину. Она пропила препараты против гельминтов, сделала операцию, вырезала, все окей. Но сколько пациентов, которым ты говоришь, так, давай сделаем МРТ, давай дальше разбираться, они такие, да, ну, сейчас не очень болит, типа, давай потом. И они как бы, видишь, не хотят вылечиться, им надо вот это ходить, типа, здравствуйте, вы мой 15-й доктор, никто не может мне помочь, я такая уникальная, никто не знает, что со мной. Ты говоришь, ну, у вас просто желчь плохо оттекает, вам надо питаться нормально. Такая, да нет, я пью транквилизаторы, и типа вот только психиатр мне может помочь. То есть у каждого есть свой мир, в котором он либо принимает правила игры с тобой, либо нет. И, ну, пусть будет 600 довольных человек, может, там, человек 5, кто прям не очень ему зашло. То есть плюс-минус, скорее всего, я более эффективен, чем неэффективен. Окей, а вот про Мексику скажи, насколько разнообразна медицина с точки зрения России и Мексика? Вот сколько ты уже здесь в Мексике находишь? Слушай, это офигенный вопрос. Мы когда прилетели в отпуск с ребятами, тут же такой у нас, как это называется, ну пусть будет штат волшебства. И здесь люди немножечко меняют свои нормы нормальности. Они говорят, что наркотики? Нет, мы не употребляем. Конечно, нет. Но для них там что-то вот это не является наркотиком, вот это для них не является. И ты такой, да нет, ребят, это все-таки не то. Это не медицина, как они это называют, а это действительно вещества, изменяющие твое сознание. Но здесь они используют их как получение, как проводник в некий мир получения опыта.
Что за вещества они здесь используют? Они ходят на различные церемонии, то есть все айаваски, различные кактусы, яды лягушек. К сожалению, же марихуана у них считается просто как средство борьбы со стрессом. Понятно, что здесь в какой-то степени это легализовано, но у людей перегибы. Знаешь, они всю жизнь жили в Самаре, и когда сюда прилетают, они такие: не, мы лечимся, вот, покуриваем. Окей, а твой опыт и твое мнение, как ты считаешь, вот аяhuasca, который некоторые врачи вроде поддерживают, и марихуана там в определенных дозах, да, которые даже американские ученые говорят, вот в таких-то дозах можно. Можно организму это употреблять или нет? Слушай, давай я буду про себя говорить. Ну, свой опыт, То да. есть вот есть у тебя уровень радости, пусть будет единица. Он складывается, как ты поспал, как ты поел, как на работе дела, там, с близким окружением, как ты пообщался. И вот, допустим, плюс-минус 0,7, 0,8 ты живешь. А потом ты в один день в отпуске поспал подольше и, допустим, выпил кофейку с круассанчиком, и у тебя вот уже 1,2. И ты такой, ну вообще просто праздник. И вот этот вот левел твоего счастья, он плюс-минус должен быть вот таким. Но люди же хотят все время больше и больше. И когда у нас есть социальные сети, когда у нас есть любые источники радости на расстоянии клика, мозг со временем перестает их воспринимать. И никто же не хочет там душ контрастный принять или там, может, побегать, спортом позаниматься. Все хотят вот так, чтобы ты зашел в Инстаграм, ты там суперзвезда. Сел в приставку, поиграл, вкусно покушал. Но рецепторы, они со временем к этому настолько привыкают, что тебе уже не хватает. То есть, если раньше, помнишь, ты в детстве в Дэнди поиграл, и ты вообще самый счастливый такой раз в неделю, мама не наругала, то сейчас ты можешь открыть там Xbox 4К на большом телевизоре, в очках реальности. И что-то не то уже. И вот эта вот радость, она в идеале должна бы как бы чуть обнуляться. То есть все вот эти аскезы, все посты, они направлены на то, чтобы себя чуть ограничить, чтобы потом ты опять пьешь кофе, и тебе кайфово. А не сердце бьется, и ты такой, ну а где же та радость, которую я ищу? И люди, используя вот эти вещества, про которые мы говорим, они вот эту радость еще выше и выше и выше закидывают. И когда потом они остаются наедине с собой без вот этого допинга, им безумно грустно и скучно. И они такие, блин, а вот тогда было хорошо, а сейчас не очень. И получается такая проблема, что из-за доступности, из-за, скажем так, недороговизны, то есть раз это и разрешено, и недорого, и люди на это подсаживаются. И они вместо того, чтобы, не знаю, правильно питаться, заниматься спортом, делать какие-то зарядки, себе баловать, ходить на массажик, они такие, вот я там это возьму, вот это возьму. Я допускаю, что в рамках каких-то лечений посттравматических стрессовых расстройств, кто там, знаешь, где-то в горячих местах бывал, кому действительно доктор, психиатр прописывает, это, безусловно, может сработать. Но если ты обычный Вася, который работает в офисе, ну, какой у тебя стресс? Я людей спрашиваю, типа, вы употребляете? Они такие, ну, мы типа, да, раз в неделю. Я говорю, зачем? Ну, у нас стресс. Я говорю, вы кем работаете? Я там айтишник в американской компании. Я говорю, вас там прям жестко по зуму ругают. Такой, типа, ну да. И видишь, это же история про духовность. И как вот сейчас медитации все опошили, типа все, надо медитировать, надо медитировать. Но никто суть не передает. И с этими веществами то же самое. То есть ты где-нибудь в Перу, там, в каком, знаешь, в джунглях, там, с каким-нибудь крутым шаманом, скорее всего, там это будет круто и эффективно, и ты получишь там свои какие-то ответы. Но, с другой стороны, они же у тебя внутри всегда. И вот этот уровень счастья, про который я говорю, я его, когда работаю много с людьми, я его немножечко растрачиваю. Я с утра такой веселый, знаешь, а уже когда 10-й пациент вечером, он такой тебе что-то хочет спросить, а ты уже не так рад как бы с ним общаться, как в 9 утра, например. И я искал способы, которые бы мне вот это все поднимали. То есть я такой пошел там, вкусно покушал, и уже раз чуть-чуть мне поднялось настроение. Шел на массаж, еще поднялось. А пару раз даже пробовал вино.
выпить. И такая проблема, что ты немножко выпил, тебе хорошо, там, полстакана, а выпил бокал, уже слишком. Если ты такой, где-то самая радость и легкость и беззаботность, которую все ищут. Потому что здесь очень тонкая грань. Смотрел фильм еще по одной? Нет. Там ребята типа какие-то исследования нашли, что если все время немножко выпивать, то ты будешь такой, ну чуть-чуть, то ты будешь и харизматичный, у тебя там и с девчонками будет ладиться. Но они на протяжении всего фильма вот эту грань постоянно переступали. То есть нельзя быть чуть-чуть, они все время немножко. И я понял, что это тоже не выход. И потом, слушай, супер простой способ, я открыл YouTube, мне попалось видео про цигун. И ты такой стоишь руками, помахал, подышал, и на тебя счастье какое-то падает. И это получается бесплатно, это полезно, это безопасно и прям вау. Просто какие-то древние практики, работы с твоей энергией, с твоим вниманием, они мне как остеопату вообще зашли. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Ну, ты говоришь сейчас про энергию, про духовность, то есть ты говоришь, это все внутри нас. Все внутри, не нужны тебе. Окей, тогда вопрос задается, как то, что внутри нас, открыть, ну, как понять себя, да, узнать себя внутри, как это нужно сделать правильно. Ну, я, знаешь, так меня спросил, как будто я в Шаолине приехал, ты сейчас вам на Ты горе мне сижу. рассказывал цигун, там это, я думал, есть какой-то опыт, Так практика. я же пробую, и что мне заходит, то типа окей. Но твой опыт расскажи. Смотри, все началось в Питере. Я пошел по совету знакомой на флуатинг. Флуатинг такая закрытая комнатка, там соленая вода. Она настолько соленая, что тебя в невесомости держит. И ты, когда в нее ложишься, включается свет, нету звука никакого, и ты паришь вот просто один сам собой в тишине. Такой, блин, офигеть, тебя никто не беспокоит. Я работал в армии, у меня телефон, когда разрывался просто, доктор. А здесь ты в тишине. И мозг такой, вау. То есть по факту люди платят деньги, там, не знаю, может 3000 сейчас, там 4 в час, чтобы побыть самим собой в темноте. Что же это не очень приятно. Куда я живу, что я делаю, чем я занимаюсь, почему у меня тут болит, почему я зарядку не делаю. И особенно после 30 прям это на тебя вот так вот наваливается. И когда ты сам с собой где-то остаешься, можешь пообщаться с телом. А где болит, а где не болит, что я делаю, а чем я занимаюсь. И людям это не очень нравится, ну, как и зарядку делать. Это же какая-то работа над собой, усилие. Они ищут легкую таблетку.
давай мне церемонию проведи, давай мне там наркотиков, еще чего-нибудь хочется. Именно для того, чтобы, знаешь, вот я был вчера вот такой плохой, а сейчас я такой раз и осознанный. Но этого скачка не получается достичь. Появляется какая-то зависимость, и они здесь, к сожалению, это очень популярно. Они такие, я сходил 150 раз на церемонию. Я говорю, что вам это дало? Я вообще понял все. Я говорю, ну, например, ну, все, что было так, оно не так, а стало вот так. И вот ни одного, к сожалению, адекватного ответа, знаешь, там, что кто-нибудь раз продал все свое имущество, там, стал, не знаю, благотворительностью заниматься, или там поменял, там, не знаю, сферу деятельности свою, ушел, например, там, из программирования, помогательства, там, людей стал спасать, или там эвакуацией занялся специально. К сожалению, люди просто используют это как какой-то, ну, вариант выходного дня, но не получают ни духовности, ни ответов, ни каких-то, знаешь, уровней счастья. Ты получил ответы и духовность? Слушай, я думаю, что если ты занимаешься своим делом, то у тебя будет все складываться. Когда я на прошлой работе работал, меня ругали, все было очень стрессово, постоянно что-то не складывалось, какие-то ситуации, события. Все было как будто против меня. Я такой, нет, я должен туда идти. И меня вот просто вот так вот, знаешь, нон-стоп макали вот так вот лицом, и у меня не укладывалось, типа, неужели это не мое? И как только я начал, допустим, заниматься остеопатией, все супер сошлось. Вот тебе клиника, вот тебе знакомство, вот тебе там хорошие какие-то ребята, друзья. Здесь, чтобы ты понимал, за 2 года я поработал в 5 городах, в 5 клиниках, просто вот, ну, вот так. Я там лечу в Мехико-Сити, соцсети, я такой, всем привет, я в Мехико-Сити. Раз, у меня 100 человек там за 2 недели пришло. Причем ни копейки в рекламу, никаких. Я такой, хорошо, а где мне принимать? Я такой, а есть кто-то знакомый? Раз в клинику. И причем это настолько все вот так складывается, что ты усилий не прилагаешь. Я думаю, что вот когда все прет, это и показатель, что ты нашел свой ответ, и ты на своем месте. Но если у тебя проблема затыки на постоянной основе, то ты не так делаешь. Ну, а что ты сделал для того, чтобы найти эти ответы? Наверное, понял подсказки какие-то. То есть, если там не ладилось, это значит не мое. Если здесь ладится, значит мое. Ну и ты, конечно, можешь брать листочек бумаги и выписывать, типа, что мне нравится, что не нравится, чем я хочу заниматься, там, не знаю, что у меня болит, какие планы. Все равно планирование по жизни, оно так или иначе помогает вот эти ответы и находить. То есть ты там какую-то цель поставил, тебе все накидалось. Что если ты сядешь в такси, скажешь, не, туда, где хорошо, тебя же ну, никуда не отвезут. Ну, ты сказал про духовность, ты что-то, возможно, осознал, увидел. Нет? Слушай, наверное, примеры моих пациентов, кто, к сожалению, путает вещества и духовность. То есть они говорят, это такой невероятный опыт. Я преисполнился, я трансформировался. Я говорю, хорошо, мне очень интересно, расскажи, что это было. Он говорит, я лежал на полу и типа не мог пошевелиться и чувствовал себя там змеей. Ну, хорошо, предположим. А для меня духовность, наверное, это занятие любимым делом, правильные поступки, и так или иначе нужно помнить про карму. То есть, если ты делаешь хорошие вещи, они тебе возвращаются. То есть нельзя, например, а, ну, это такая спорная история, знаешь, как доктор с лишним весом работает диетологом, когда толстый кардиолог курит и говорит, что типа, ай-яй-яй, у вас инфаркт может быть. Мне кажется, что в моем случае я вот доктор-остеопат, у меня не болит спина, и я занимаюсь своим здоровьем. Я стараюсь находить время на заботу о своем теле, о своих близких, и это и пропагандирую. То есть мой путь, он как бы является моим отражением. И, наверное, без гуру и проводников пока что я на этом уровне. Возможно, через пару лет мы встретимся, я тебе
другую историю расскажу. Ну, ты просто сказал про духовность, я думал, может, не знаю, ты ходишь в церковь, какой-то религии соответствуешь, какие-то практики, медитации делаешь сам. Стараюсь делать цигун каждый день. Что-что? Цигун. Цигун. Работу с энергией. То есть это по факту твое внимание. Если ты внимание направляешь в негативные новости, то ты там находишься. А если ты направляешь внимание на себя, чем себе помочь, то это все-таки более полезная история. Медитация при всей ее популярности, по факту это стремление к остановке мыслей. Чтобы ты сел и перестал о чем-то думать, чтобы тело наконец выдохнуло, и ты смог как бы понять вообще, где болит, где не болит, и куда идти дальше. А если говорить про церковь, я крещеный, все окей, но на текущем моменте, очень как бы это странно не звучало, чем больше я работаю с пациентами, кто вот здесь осознанный и духовный, тем я чувствую себя некомфортнее. Возможно, с ними и их духовность еще в каком-то виде присутствует. То есть они ходят куда-то и с собой эту духовность носят после этих церемоний, на которых им эту духовность выдают за недорого. И мне вот от их духовности хочется иногда освободиться. Я захожу в церковь, даже здесь, в местную, в католическую, буквально 5 минуток постоишь и чувствуешь себя намного лучше. Понятно, что есть морешко, есть солнце, не знаю, соль, благовония, куча всяких тут темаскалей каких-то. Пробовал Что такое? темаскаль? Дамаскаль? Темаскаль. Что такое? Это мексиканская баня. Баня? Баня. Ты заходишь в палатку, и всех злых духов вокруг тебя, типа, Что помогает? прогоняют. Ну, знаешь, я, слава богу, не был в тяжелом состоянии. Поэтому, я сходил, погрелся, мне понравилось. То есть там раскаленные камни, травки различные. И нужно, там разные есть варианты, нужно либо 4 сторонам света, либо 4 стихиям поклониться, 4 раза нужно умереть, чтобы воскреснуть. И потом ты Ничего себе баня такая. выходишь, да, отмытый. Часа на 1,5. Жарковато. Это мексиканская история. То есть плюс 40 за бортом. И они такие, пойдем погреемся. И здесь вот так вот ребята развлекаются. Ну, то есть я так услышал твою информацию про духовность, про вот людей, которые приходят, то есть получают там медитации, практики, они приносят какую-то отрицательную энергию, которую ты ощущаешь. Не все, слава богу. Слава богу, не все. И я искренне старался понять, для чего это люди делают, но пока так мне и не пришел ответ. В основном у меня приличные, замечательные русскоговорящие, наверное, процентов в 90 пациенты, а остальные это либо их родственники, либо сарафанное радио. Я говорю на английском, на испанском, но чаще использую русский. Про остеопатию с точки зрения Мексики. Здесь вообще есть остеопаты? И насколько остеопатия мексиканская отличается от российской? Смотри, в России ты остеопатом можешь стать только с медицинским образованием. То есть раньше надо было обязательно 7 лет отучиться, а потом еще 4 сверху. Сейчас буквально пару лет как сделали специалитет. То есть ты можешь поступить на лечебное дело, на стоматолога, на фармацевта или на остеопата. Сейчас можно прям после школы стать остеопатом. А здесь это никак не регулируется, и каких-то стандартов остеопатических пока что нету. И тут проблема кроется, что никто не знает, что это такое. Ты можешь делать все, что хочешь. И бывает так, что люди приходят к остеопату, а он их руками даже не трогает и говорит, я вот вас вылечил. Или приходят к человеку, он за голову тебя держит час. Он говорит, с тебя там 100 баксов. А сравнить же не с чем. Они такие, я был у остеопата. И они, когда ко мне приходят, говорят, да мы к остеопату ходим. Говорю, что вам делать? Меня вот так раз поднял, спину прохрустел, там, не знаю, 3000 рублей, и я ушел. И так 20 раз. Я говорю, это тоже не совсем остеопатия. То есть в идеале врач-остеопат– это сбор анамнеза, это твои жалобы, это что беспокоит, диагностика, техники коррекции, за голову подержать, и на живот понажимать, и может даже что-то щелкнуть, если в этом есть необходимость. Но такого, чтобы доктор там зажег благовоние или там держал тебя за голову целый час, нет, это неправильно. И здесь нету какой-то, знаешь, полиции нравов,
Кто-то такой, нет, это не настоящий остеопат. И у людей нету представления. Они идут к УСРу, который от хрустела отломал. Для них это тоже остеопат. Они идут к хиропрактору, который вдернул за голову. Это тоже остеопат. И вот, наверное, моя миссия, я тут поймал Всех расчистить? ну, всех просветить пациентов. Я сейчас познакомился с врачами мексиканскими, и мы делаем курс именно обучения настоящей остеопатии, который я в Петербурге учился в институте Андрианова. Прям классная французская школа, вообще супер. У нас набор скоро, кстати. Добро пожаловать, 4 года. И получается, я бы хотел создать некие стандарты качества, по которым бы люди могли понимать, что это настоящий остеопат, не настоящий. Он пришел к какому-то шарлатану или это классный специалист. И у людей в голове, то есть ты к хирургу, если придешь, ты же понимаешь плюс-минус, что будет. И нет перчатки, он не будет танцевать вокруг тебя. И тут такая же история. Надо людям показать, что это такое. И как это работает, с чем это работает. И тогда у них сложится картинка, и когда где-то их будут... Любят очень миксовать. Знаешь, такой, я целитель, но я тебе сделаю гипноз, но мы избавим тебя при помощи саундхиллинга. От злых духов. Окурим, еще мы с тобой аффирмации пошлем и немножечко церемоний проведем тебе. И люди такие, я был у остеопата. Ну, а по факту это же не остеопатия, к сожалению, что нету четкой картинки, чем занимается доктор. Нету тут, ну, как с Россией все-таки сравнить. Вот, я сейчас жалобу напишу в Минздрав, сейчас придет проверка, сейчас вас накажут. Слушай, я когда вот занимался типа вопросом лицензии, они говорят, если ты хочешь там условно массаж делать, твоя задача, чтобы был вход, свет и раковина. Все, если вот это есть и какая-то типа, знаешь, там корочка сертификат, пожалуйста. Понятно, что нету никаких комиссий, там нету там, а покажи, что ты умеешь, там, а давай с тобой разберем. Как сейчас в России есть аккредитация. То есть там надо 5000 вопросов выучить, там, неотложную помощь. Здесь типа, в Мексике намного проще. Ну, сейчас единая база, даже можно проверить, а ты сертификат продлил? Нет, у тебя не продленный. И я могу это посмотреть физически. Да, здесь, ну, представь, в 5 городах, в 5 клиниках я приезжал, говорю, здравствуйте, типа вот, мне там вас рекомендовали, они такие, все, ты Иван, давай, иди работай. И у меня поток пациентов, и только недавно я такой сел, думал, у меня же ни разу документы даже не спросили. То есть, а может, я это не смотрел, поймай меня, если сможешь. Да. Типа, вот я хирург, вот я там лекарь какой-то. У меня есть дипломы, есть разрешение, все. Но никто не спрашивает, никому не надо. То есть для людей сарафанное радио, то, что ты русскоговорящий, и то, что ты, скажем так, плюс-минус адекватный. Потому что есть же кто очень глубоко осознался, и он вообще уже типа, не общается с людьми. То есть русскоговорящие здесь ценят врачей? Прям, я думаю, что здесь, что на Кубе, что, наверное, в Латинской Америке в целом, мы на хорошем уровне. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. А если говорить про русскоговорящие клиники, здесь есть вообще такие в Мексике? С русскоговорящими врачами, скажем так. Я знаю, есть стоматологическая клиника в Канкуне. Там стоматологи Там русские? русские, ну, они, может, Не все. евреи, там, не знаю, знаешь, как канадцы, кто мигрировал, кто вернулся, но они говорят по-русски, и это огромный пласт населения. То есть я был в Гвадалахаре, в Монтеррее, здесь по району покатался, и именно Мехико-Сити и Канкун – это две наиболее русскоговорящие, они говорят, мафия руссо. Здесь, типа, Да, но сами медицинские клиники, кроме стоматологии, больше нет. я пока не слышал. То есть именно вот какой-то многопрофиль. Вот я работаю в Канкуне, там доктор мексиканец, но у него арабские корни, но из-за того, что много русских, он тоже учит русский. Я говорю, привет, друг. То есть он как бы не русскоговорящий, но у него и медсестра. Здравствуйте, будет больно. Извините. У него и на ресепшене там, привет, товарищ.
но это буквально единично, но большой поток здесь. А в Мехико-Сити там тоже много русских, но почему-то нету русскоговорящих клиник. То есть, если мы по Фейсбуку смотрим, наверное, уже 1030 русские в Мексике в группе, но и очень много борщей, очень много вареников, Пельмени. русский ресторан. В Колобок ходил в Мехико-Сити, нет? Я еще там не был в Мехико пока. То есть там хочешь тебе даже котлеты по-киевски или там бутерброд с икрой. То есть Мексика это как Дубай, да? То есть есть свои русские, которые начинают продвигать русский язык, люди уже учат Давай русский. давай говорить русскоговорящий. Сейчас, типа, Окей. я тоже хотел, типа, сделаю скидку русским, а вы такие, нет, другой нет, так не пойдет. То есть ребята из Украины, Беларуси, кто давно в Канаде живет, кто давно в Америке, они очень смешно разговаривают, знаешь, are you kidding? Они какой details, какой fabric, но именно вот клиник действительно я пока не встречал. Есть девочка, которая здесь дерматолог, она нас собрала, говорит, все, ребята, сейчас мы сделаем клинику. Но пока я не знаю, на каком этапе у нее. То есть она прям вот горит идеей для комьюнити что-то сделать. Да. А по поводу медицины Мексики, ты сталкивался вообще сам как пациент, обращался? Сколько в медицину? Смотри, да, мы же прилетели, и все вокруг такие одухотворенные. И мы реально жили в иллюзии, что здесь кроме шаманов и каких церемоний нету лечения. Потом мы зачем-то заказали суши на мой день рождения. И здесь не говорят «отравился», здесь говорят «детокс». Вот у меня был когда детокс, я пошел потом за антибиотиками. При аптеках сидят маленькие такие консультационные, и там тебе выписывают, допустим, на таблетки рецепт. Это было мое первое знакомство. А потом через сарафанное радио вот меня познакомили с директором клиники, где я работаю. И я был вообще в шоке. То есть у них там и МРТ, и компьютерная томограмма, и они даже там ПЭТ делают. Ну, это частная клиника. Это частная клиника, да. Ездил, когда в Гвадалахару, я походил там с доктором знакомой по государственным клиникам. И плюс-минус, ну, мне подписчики сказали, что это я в хорошее еще зашел. То есть не совсем, знаешь, как в американских фильмах с доктором Хаусом, но что-то похожее. То есть, там какие-то сенсорные двери, там охрана, различные отделения, куча оборудования. И если у людей есть страховка, есть, скажем так, понятно же, Мексика, она очень многогранна. Есть потомки майя, которые спят в гамаке и 5 детей, а есть у кого там 5 языков, международный бизнес. И понятно, что для среднего класса плюс-минус те больницы, в которых я был, мне показались очень хорошими. То есть там не было людей в коридорах, там, знаешь, все были помытые, одетые, и лекарства вроде были. Понятно, что я вырвал из контекста. То есть я не работаю в этой сфере, не посещаю государственные учреждения. Но мне пока за пару раз показалось, что прям достойно. А со скорой помощью ты сталкивался здесь? Да, кстати, еще была история. Я ехал от пациентов и увидел ДТП на трассе. Я прям такой вышел, заряженный. Типа, так, я доктор, давайте, что случилось? Там они водят очень странно. Ты видел, что права, чтобы получить, не надо даже экзамен сдавать. Это вся Центральная Америка так. Вся Латинская Америка. То есть такой, привет, мне надо права, они такие, все, держи. И водят они ужасно, и часто случаются инциденты. И я остановился на машине, вышел, там 5 машин раскорежило, там лежит уже человек без сознания. Я такой, я доктор, я сейчас вам буду типа помогать. Но, слава богу, там были и парамедики, и уже и полиция, и как бы без меня там справлялись. Я проверил пульс, дал там контакты, кому нужно на реабилитацию. Та же хвостовая травма, она от автомобильных историй в теле очень плохо себя проявляет на протяжении многих лет. И потом я такой возвращаюсь, знаешь, героем в клинику, буду я вот там на трассе, типа, познакомился, и всем номер дал, я вообще красавчик. Говорят, нет, типа, ни в коем случае не связывайся, потому что люди настолько неосознанные, не настолько духотворенные, что если даже ты на месте события им помог и что-то сделал, а у них какое-то осложнение случилось. Да, ну, условно, например, там, человек был без сознания, ты ему сделал сердечно-легочную реанимацию, спас его, но у него ребро сломалось. И он такой,
я на доктора в суд подам, потому что он мне ребро сломал. То есть у них немножечко по-другому. И в России же есть понятие не оказания медицинской помощи. То есть ты как доктор, то есть меня все время учили, что если кому-то плохо, ты подходишь и помогаешь. То есть если ты типа, если все знают, что ты доктор и ты ушел, у тебя могут быть проблемы из-за этого. А здесь, типа, если есть уже скорая, если есть парамедики, то лучше не вмешиваться. Потому что может повернуться так, что станет тебе хуже из-за твоей вот этой доброты. И я такой прям вообще у меня поменялось. То есть они говорят, реально даже врачи, кто, знаешь, реабилитологи, по 20 лет работают, говорят, мы мимо проходим. Потому что могут быть последствия. Это прям, ну, очень странно. То есть на сегодняшний день у тебя планы развивать здесь остеопатию, открываешь курсы, обучение, и в планах у тебя открыть свою клинику или что? Слушай, ну, конечно, сеть клиник по всему миру. По всему миру даже. Да, конечно, ну, как минимум. Здесь просто, если я просто открою клинику, для людей не будет понимания. Типа, ну, клиника и что? Типа, наверное, он меня там похрустит. Кто-то придет, кто-то не придет. То есть в идеале же надо сначала создать спрос, донести людям идею профилактики, заботы о себе, рассказать, с чем остеопатия работает. Я был на конференции в Монтерее, поймал там chiropracторов из Америки. И я такой, вот скажи мне, американец, типа, а вот что вы дергаете его, зачем за голову? Он там лекцию рассказывал нам, знаешь, там в пиджаке такой красивый. И они говорят, ну там блоки в теле, мы их убираем. Я говорю, а зачем? Говорю, ну чтобы двигаться хорошо потом. И понятно, что, ну я не носитель английского, может мы чуть-чуть недопоняли друг друга. Я поймал другого. Я говорю, давай, я с того не понял, ты мне расскажи. И они вот этой картинки целиком не видят, и в них это просто, знаешь, как какие-то функциональные блоки, которые они прохрустели, в мозг пошел сигнал, все расслабилось. Но почему они появляются, что с этим делать, какие влияния, те же шрамы, рубцы, разные ноги, основание черепа, никто про это не говорит. И меня добило то, что они на лекции поставили столы и стали друг друга хрустеть. То есть вчерашние, не знаю, школьники, и типа, о, мы сейчас будем хрустеть. Я учился там 4 года, знаешь, там пару тысяч пациентов, когда до диплома у меня уже прошло, я такой, чуть-чуть понял. А они вчера сидели в школе, или здесь, знаешь, здесь физиотерапевты, это типа как медбратья у нас. То есть они не как врачи, они ниже. И вот собрали зал физиотерапевтов и каких-то школьников, говорят, давай приезжай к нам в Америку учиться на chiropractor. 5 лет, там, не знаю, 5000 баксов в год и еще. И это классная бизнес-модель, и они такие про вот это рассказывают. А у людей нету представления, они такие, это же офигеть, как круто, я буду хрустеть. И, понимаешь, вот у них в головах это про похрустеть. А когда ты скажешь, а это родовые травмы, это задержки развития, это подготовка к беременности, это восстановление после операций. Тех же реабилитологов я бы сейчас хотел собрать, чтобы им донести, что то, что они там суставы, уколы делают, это супер, но надо понимать первопричину. И вот это было бы классно. А уже потом, конечно, и школа, и институт, и сеть клиник, и вообще захват всего мира, и пропаганда здорового образа жизни. За твои годы, сколько лет уже здесь в Мексике? 3 года почти. Какие минусы ты здесь вообще увидел? Я большую часть времени в Петербурге прожил, и плюс 40 летом, иногда 45, для меня в этой части тяжеловато. И не могу сказать, что это прям минус, потому что первый год я такой, вау, вот это лето. Я такой ходил, знаешь, в шортах. В прошлом году я решил схитрить. Я такой, наверное, в Канкуне жарко, я сейчас в Гвадалахару. Я прилетаю в Гвадалахару, там то же самое, только влажности меньше. И у тебя все потеет, еще чешешься, и аллергия, и глаза сохнут, и нос, и горло, потому что нету моря рядом. А я полетел в Мехико-Сити. Я такой, ну, там, наверное, получше будет. И, то есть, у меня, знаешь, нет вопроса пациентов, я именно искал, где вот мне кайфово жить. Потому что русскоговорящих огромное количество в любом городе. И в Мехико-Сити все то же самое, только еще и грязный воздух. И ты понимаешь, что здесь, допустим, зимовать офигенно, что здесь классный климат, здесь свежие фрукты, здесь хорошее море, и из-за влажности вся пыль оседает. Но плюс 40 летом я, конечно, рад приехать в Петербург и Великий Новгород, открыта запись.
Но помимо вот климата еще какие-то минусы есть? Может быть, много людей с моего окружения, кто зарабатывает в рублях и конвертирует в доллары и в песо, говорят, что стало невыгодно. Дорогая. Скачал курс, да, стало реально дорого. То есть, если ты американец, смотрел этот Евротур, где они, у нас доллар 25 центов, что мы можем себе позволить. Там момент такой, они приезжают в какую-то страну, типа Югославия и какая-то, и у них всего $1 там, на 10 человек. Но для страны их этот доллар – это огромный деньги. Может, американцы, когда сюда приезжают со своими зарплатами, им это, как знаешь, типа, очень дешево и доступно. Ну, не все американцы говорят, что здесь дешево, потому что сейчас цены поднялись, и они на уровне даже калифорнийских. То есть в Америке уже столько. Ну да, то есть нет особой разницы такой в цене. Особенно я сейчас говорю про вот этот штат, где мы находимся. Про остальные я не могу сказать. Хорошо. В заключение, дай, пожалуйста, рекомендации пациентам, людям, которые вот страдают проблемами, которые вроде к хироманту сходили, к костоправу, к этому, но все тоже... Да, хиропрактик. То что им делать, как правильно подобрать остеопата, потому что нужно же правильно подобрать. Один придет, похрустит, и все, типа, дайте 1000 рублей, либо там $1000 и ушел. Как правильно к этому всему подойти? Давай так. Первый вопрос, когда нашел, допустим, специалиста, ему можно написать в личку и спросить, где вы учились. Если начинается там, да, у меня там 3 курса, там, сям, я 2 дня здесь, 3 дня там. Может быть, конечно, это классный специалист. Надо ориентироваться на отзывы. Но для меня это был бы, знаешь, такой первый, как красный флажок, что если человек базово не прошел программу, естественно, скажет, у меня 3500 часов. Это значит, как минимум, пусть даже там, не знаю, с тройками он закончил, доучился, он не навредит. Вот это самое главное, что в медицине заповедь не навредит. А если у него есть постдипломные семинары, если он ведет как-то соцсети, что он рассказывает вообще. И кто-то же ударяется в какую-то крайность. И он такой, а вот болезнь там лечить не надо, это вам опыт, вы должны страдать. Такой вот сразу вопросики к этому специалисту. Если у него есть базовое образование, если он доктор, в идеале, то есть по первому образованию он доктор какой-то врач, терапевт, педиатр, стоматолог. Общая практика. Потом он стал остеопатом. Это вообще вау. Но я смотрю вокруг, и пока тут с таким туговато. Я нашел остеопата с Лондона. Он живет в Оахаке сейчас. Он мне сам написал, говорит, ты настоящий остеопат? Я такой, а ты? И у них... А как вы хотите друг друга проверить, что он тебя по российской базе не будет проверять, что ты его не будешь? Нарисовали и все. Да я там такой заслуженный. Я спросил просто, где учился. Я учился в Лондоне. Я говорю, сколько ты учился? Говорит, 4 года. Все, вопросов нет. Понятно, что там тоже есть нюансы. Программы все равно разные. Разные. Конечно. Есть же MD, medical доктор, а есть DO, доктор остеопатии. И он не MD. То есть я MD доктор и потом остеопат, а он просто остеопат сразу. Но он сюда приехал, мы с ним пообщались, полечили друг друга. И я такой, окей, имеет место быть. По крайней мере, я ему доверил свою шею, и в момент общения... Да, своей шеей проверил. Я такой, давай. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков новых подкастов с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.